Всем привет, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. У нас реальные тесты и обзоры. И в этом видео расскажем главное о новых встраиваемых холодильниках Liebherr. В частности, о максимально технологически прокачанной премиум серии Peak. В одном из наших видео мы уже говорили о новой встройке Liebherr. Немцы теперь разделили ее на 4 серии. Pure — это базовый класс, плюс модели с дополнительными опциями, Prime, еще больше преимуществ, и Peak — модели класса Luxe, самые продвинутые в контексте технологий и дизайна. И вот именно Luxe серия Peak и предмет нашего интереса в этом видео. На примере моделей из этого семейства покажем и расскажем все самое главное. Что же это за премиум, почему недешево, какие технологии и вообще преимущества получает владелец. Liebherr Peak — это целое семейство моделей. В нем есть встраиваемые холодильники с морозильной камерой. Это классический привычный формат. Такой холодильник можно установить на любой кухне. Есть и отдельные встраиваемые холодильные отделения, как с небольшой морозилкой, так и без нее. Это скорее уже варианты для кухонь побольше или для других пространств. Такие отделения могут быть частью холодильно-морозильной комбинации, если установить их в паре со встраиваемым морозильным шкафом. Знакомьтесь, это встраиваемый холодильник с морозилкой снизу серии Liebherr Peak. Ссылку на модель мы оставим в подписи к видео. Здесь реализована классическая концепция Liebherr. В холодильном отделении капельная система оттаивания, а в морозилке No Frost. Почему не полный No Frost? Логика простая. Благодаря более высокому уровню влажности в холодильном отделении минимизировано заветривание продуктов. Это не значит, что их можно хранить неупакованными. Можно, но не нужно. Однако общий, более высокий в сравнении с No Frost уровень влажности в холодильном отделении помогает продуктам дольше сохраняться. Чтобы влага не стекала прямо по задней стенке и не соприкасалась случайно с продуктами, как это часто бывает в случае с капельной технологией, немцы убрали ее, влагу, за декоративную панель в задней части холодильного отделения. Здесь, как видите, сзади металл. Во-первых, это красиво, холодильник внутри выглядит интересно и дорого. Еще одна функция этой панели — аккумулировать холод, чтобы в холодильнике после того, как его открывали, быстрее восстанавливалась температура и чтобы холод в принципе более равномерно распределялся по холодильнику. Это еще и в некоторой степени снимает нагрузку с инверторного компрессора, который установлен в этом холодильнике. Кстати, здесь и в дверь холодильного отделения интегрирована нержавеющая сталь. Это опять же симпатично выглядит и помогает качественному охлаждению. Вообще, распределение прохлады по холодильному отделению — это важный момент. В холодильниках с полным No Frost за это отвечает, собственно, вентилятор No Frost и воздуховоды многопоточного охлаждения. А вот в моделях с капельной технологией это часто проблема. В верхней части отделения температура может быть на несколько градусов выше, чем в нижней. Это не очень здорово для продуктов, для качества их хранения. Поэтому ребята из Liebherr установили в холодильниках специальный вентилятор, который распределяет холодный воздух по отделению, благодаря чему температурная разница минимизируется. Интересно, что во встраиваемых моделях Luxe серии Peak вентилятор еще имеет глянцевый черный корпус. Что в сочетании с фоновой подсветкой и с металлическими элементами лишний раз подчеркивает премиум-класс холодильника. С вентилятором мы еще не закончили. Дело в том, что здесь он работает в комбинации с угольным фильтром. То есть одновременно с равномерным распределением прохлады происходит еще и очистка воздуха в холодильнике от запахов. И это правильно. Открыв современный холодильник, хочется ощутить свежесть, а не запах борща, пусть даже очень вкусного маминого. Еще один важный момент. В двухкамерных холодильниках Luxe серии Liebherr Peak реализовано двухконтурное охлаждение. Это означает, что для каждого отделения охлаждающий контур свой, и запахи из холодильного сегмента не попадут в морозилку, а замороженные продукты к посторонним запахам, часто восприимчивые, могли бы их впитать, но не в этом случае. А из морозилки в холодильное отделение не проникнет излишне холодный воздух.
Значит, проще поддерживать нужную температуру в отделении, что напрямую связано не только с качеством хранения продуктов, но и с энергоэффективностью холодильника. Теперь про освещение. Колонны со светодиодами по бокам холодильного отделения вынесены вперед, благодаря чему свет не перекрывается продуктами. Плюс сверху дополнительное освещение дает подсветка вентилятора. Светодиоды светят ярко, но при этом потребляют минимум электроэнергии. Да к тому же более долговечны, чем обычные лампы накаливания. Полки в этом холодильнике вроде бы классические для современных моделей. Из закаленного стекла, переставляется по высоте. Классические? Да не совсем. Они сделаны сатинированными и плюс обрамление из нержавеющей стали. Если кто не знает, сатинирование – это придание некоторой степени шероховатости материалу, что делает его более привлекательным на вид. В данном случае сатинированность снизила степень прозрачности стеклянных полок, что придало им необычный, интересный вид. Премиальность холодильника, да и вообще бытовой техники – это всегда и передовые технологии, и вот такие вот дизайн-детали. Кстати, что касается внимания к деталям, то холодильники Liebherr этим давно знамениты. Здесь и специальные легкосъемные контейнеры на двери для хранения косметики или лекарств, и полка-трансформер, на которой удобно хранить бутылки с напитками или трансформировать ее в обычную. А еще здесь есть складная полка, масленка, в которой, впрочем, можно хранить что угодно. И она не только милая, но и удобная, потому что можно перемещать ее одной рукой, держа за крышку. Плюс интересный контейнер для куриных яиц, вместимость которого можно увеличить или, перевернув, использовать для хранения яиц перепелиных. Это еще не все удобные, на мой взгляд, мелочи, которые есть во встраиваемых холодильниках люксерии Liebherr Peak. Например, я не вспомню сейчас другой встраиваемый двухкамерный холодильник классического формата с диспенсером для воды. А здесь он есть. Просто подставляете кружку или стакан и получаете прохладную чистую воду. Холодильник подключается к водопроводу, и вода предварительно проходит через фильтры. Ну а далее мы перейдем к одному из самых интересных моментов в холодильниках Liebherr Peak – обновленной и максимально продвинутой зоне свежести. Liebherr вообще одна из компаний-пионеров по внедрению различных полезных инноваций в холодильнике. Вот и зоны свежести появились в их холодильниках первыми среди европейских брендов в конце 90-х годов прошлого века. А BioFresh Professional – это новое, не вспомню уже сейчас какое по счету, поколение зон свежести в холодильниках Liebherr. Смысл в том, что здесь реализована технология профессионального охлаждения и сохранения свежести Гидробриз. Также длительно сохраняет овощи и фрукты, например, в супермаркетах премиум-класса. Продукты в холодильнике каждые 90 минут на 4 секунды оказываются в облаке влажного тумана, что в сочетании с оптимальной температурой хранения в зоне свежести около 0 градусов позволяет увеличить сроки хранения. Для многих продуктов увеличение весьма значительное. Интересно, что в момент открывания двери холодильника система тоже активируется на 8 секунд, защищая овощи и фрукты от воздействия повышенных температур. За это время, как правило, успеваешь взять нужный продукт и закрыть дверь. Ну, этот влажный туман – это еще и эффектно, что ж тут скрывать. В наше время без маркетинговой оболочки не обходится, пожалуй, ни одна технология, а вот тут как раз все совпало. И польза, и вау-эффект. Так что не будем сильно придираться. Зона свежести здесь состоит из 2 контейнеров. В нижнем влажного тумана нет, но есть температура около 0 градусов. Удобно, что можно реально создать разделение по зонам свежести. В более влажном микроклимате сверху хранить овощи и фрукты, а в зоне по суше охлажденное мясо, рыбу, морепродукты, различные деликатесы. Сами контейнеры BioFresh на телескопических направляющих, что делает их использование максимально удобным, даже когда внутри много продуктов. Обратите внимание также на органайзеры внутри зоны свежести. В специальном небольшом боксе, например, удобно хранить даже самые нежные ягоды. Плюс создается порядок в контейнере. Очень немецкий подход. Удобно и то, что зона свежести здесь с подсветкой. Сразу видно, что и где хранится. Меньше времени
пусть на секунду-другую, уходит на поиск продуктов. Меньше теплого воздуха попадает в холодильник. С подсветкой, кстати, здесь и контейнер ледогенератора в морозилке. Но тут, конечно, это сделано для красоты. Кубики льда симпатично переливаются и так и шепчут: приготовь коктейли, устрой вечеринку. А вот светодиодная подсветка самой морозилки, позволяющая осветить содержимое любого контейнера, решение вполне практичное. В морозилке No Frost, никакого ручного размораживания. Контейнеры разного размера легко выдвигаются. Если нужно, часть их можно вообще убрать и хранить продукты на стеклянных полках, когда так удобней. Полки тоже снимаются. Из приятных, но полезных мелочей отмечу еще поднос для замораживания. Прежде чем перейти к управлению, скажу еще, что двери тут с доводчиками, благодаря чему всегда закроются и закроются мягко, без стука и хлопанья. На самих дверях съемный резиновый уплотнитель. Смысл в том, что его можно легко снять, чтобы, например, помыть или чтобы поменять на новый. Теперь управление. Оно в этом холодильнике Liebherr Peak сенсорное, находится над холодильным отделением. Работает все корректно. Отклик сенсоров не вызвал вопросов. Здесь можно регулировать температуру в отделениях, включать различные дополнительные режимы работы, режимы суперохлаждения и суперзамораживания для новых продуктов в холодильнике, режим отпуск, чтобы, если уезжаете надолго, работало только морозильное отделение. Есть даже режим шаббат, когда в холодильнике отключается все освещение, звуковые сигналы и даже дисплей. Встраиваемый холодильник Liebherr Lux серии Peak, о котором мы говорили, это классика с отдельным морозильным отделением. Ссылку на модель оставим в подписи к видео. Но есть в этой премиум серии и холодильники без морозильной камеры. Например, вот эта модель, на нее ссылку тоже найдете в подписи. В смысле реализованных технологий две эти модели премиум-класса максимально схожи. Здесь тоже модернизированная капельная система с вентилятором, тоже много нержавеющей стали внутри холодильника, продуманное освещение, множество полезных аксессуаров, диспенсер подачи холодной воды, угольный фильтр, современное сенсорное управление, в общем, все. И, конечно, продвинутая зона свежести BioFresh Professional с влажным туманом гидробриз. Поскольку морозилки нет, зона свежести здесь больше, более объемная. Целых 3 контейнера. Значит, можно качественно и долго хранить больше продуктов одновременно. Это, кстати, явно лайфстайловая история для тех, кто может себе позволить по большей части питаться именно свежими продуктами, минимизировав использование продуктов длительного хранения, которые обычно лежат в морозилке. Ну а если для вас актуальны все же не только свежие продукты, но и те самые продукты длительного хранения, то можно просто докупить любой подходящий встраиваемый морозильный шкаф Liebherr требуемого объема. Заметил, правда, один небольшой нюанс. Наклоняться вот сюда совсем вниз далеко не всем будет удобно. Ну, с морозилкой это как бы уже привычное дело. Необходимость в продуктах, которые в ней хранятся, возникает реже, а вот с зоной свежести, ну, как-то немного напрягает. Ну, меня во всяком случае. Итак, это было все самое главное про новые Liebherr Peak Lux серию, наиболее продвинутые технологически и в плане дизайна встраиваемые холодильники известного немецкого производителя. Я попытался доступно рассказать о том, что реально стоит нашего с вами внимания как потенциальных пользователей такой техники. Конечно, далеко не всем доступны эти холодильники. Они дорогие. Но, во-первых, всегда интересно узнать, в каком направлении движутся технологии, а во-вторых, с течением времени многие технологии из премиум-сегмента могут появиться в моделях более доступных. Так довольно часто происходит. Это канал Тостер, мы не делаем из бытовой техники сенсацию, мы рассказываем, как она реально работает. Рассказывайте и вы о своем опыте с холодильниками в комментариях. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с теми, кому нужен холодильник премиум класса. Пока!